Я люблю себя. Я люблю окружающий меня мир. И как бы я ни сопротивлялся, я люблю всех окружающих меня людей. Не за то, что и почему-то, как-то и где-то, а потому что я просто перестал судить и оценивать. Я перестал думать о том, кто вы есть. Я люблю вас за то, кем вы можете стать завтра. Потому что абсолютно каждый человек может стать кем угодно, когда угодно. И это правда. И неважно, завтра, послезавтра, через год, через 1000 жизней. Я люблю каждого. И люблю все, что меня окружает, просто как черновик, как потенциал, который лежит на столе. На столе Бога. И я люблю эту глину до появления самого горшка. Я люблю эту глину как акт творчества, как то волшебство, которое может случиться в любое мгновение с каждым из нас. Я люблю ноту. Я люблю музыку до того, как она вообще прозвучала. Когда она еще только дрожит в горле певца или на пальцах музыканта, не смея оттуда вырваться. И эта дрожь, это самое внутреннее ощущение дрожи и есть самое святое. Не храмы, не книги, не обряды, а внутренняя дрожь. Внутренний потенциал возможности перед лицом явления. И неважно, чувствую ли я страх чего-то неопределенного, стать каким-то неправильным, или что-то будет как-то не так. Страх не дотянуть, страх переиграть. Я чувствую внутри себя решимость. Решимость, несмотря на страх, просто выдохнуть и прикоснуться ко всему тому, что меня ждет впереди. И пусть кто-то скажет: «Ой-ой-ой, какие громкие слова, это фальшь, а ты просто шут какой-то, клоун, ты ничего не знаешь, ты врешь». И здесь я смеюсь. Потому что это не фальшь. Потому что это то, что я ощущаю, и то, что я чувствую. И это то, что я вижу. И это правда. Правда моего собственного риска. Потому что мой риск – это единственное, что отличает живое от мертвого. Потому что мертвое никогда не рискует. Камень не рискует упасть, он просто падает. Падает по закону притяжения. Звезда не рискует взорваться, она просто взрывается, потому что исчерпала внутри себя топливо. И только живое может рисковать. Только живое может выбирать. Упасть или взлететь, взорваться или тлеть, любить или страдать. Потенциал. Потенциал – это внутреннее пространство риска. Внутреннее пространство неопределенности. Всех возможностей, которые только могут быть. И самое главное – это просто шагнуть. Через ужас, через страх. Через все. Потому что это поле, на котором учатся живые ходить. Падать, вставать и снова падать. Это как мать и отец, которая подхватывает своего ребенка на каждом шагу. Потому что она знает,
Она знает, только шишка на лбу тебя научит смотреть под ноги. Только ссадина на твоих коленках научит тебя ощущать землю. Только разбитое сердце научит тебя, что сердце – это не хрусталь. И чем сильнее его разбить, тем больше крови оно прокачает. Тем больше понимания ты получишь. И когда я говорю все это, я просто хочу, чтобы ваши сердца качали кровь. Качали кровь этого мира. Я хочу, чтобы каждый из вас перестал бояться разбиться. Я хочу, чтобы вы все увидели, что трещина в вашем сердце, ваше разочарование – это вовсе не дефект. Это просто дополнительный клапан, через который входит потенциал, а выходит ваше действие. Из него вырываются ваши поступки. И неважно, крик это боли или смех. Смех высочайшей радости. Потому что я знаю, в каждом из вас горит его свет. Я не знаю тропы жизни и пути других людей. Я вообще ничего не знаю о жизни. Я знаю только свою. И мой путь говорит мне о том, что нельзя высказать, нельзя произнести в словах, но можно почувствовать. Можно почувствовать, но невозможно это передать. Мой путь – это просто говорить. Говорить о том, что нельзя высказать. А моя тропа – это петь. Петь о тишине. Моя тропа – это звать в путь, не зная пункта назначения. Если вы слышите прямо сейчас мои слова и мой голос, это зов. Это значит, что вы уже в пути. Это значит, что потенциал выбрал именно вас. Не для покоя, а для внутреннего роста. Для того, чтобы вы научились задавать правильные вопросы. Для поиска своего собственного счастья, любви и свободы. Для того, чтобы однажды вы оглянулись и сказали: «Я прошел сквозь огонь и медные трубы, сквозь все возможности, как нож сквозь масло». Я не стал маслом, я не стал ножом, я не стал движением. Я стал тем, что разделяет и соединяет одновременно. Все, что происходило в моей жизни, я чувствовал абсолютно все. Я ощущал абсолютно все. Я радовался, когда меня смешили. Я плакал, когда меня расстраивали. Я чувствовал абсолютно все. И я стал тем резцом в руках скульптора, который, не умея лепить, не умея трогать глину, все-таки создал свой собственный памятник. Потому что глина, она не ждет. Она просто терпелива. И глина помнит, как она была пылью звезд, как она падала на дно океана и как ждала триллионы лет, чтобы стать комком в чьих-то ладонях. Глина никогда не спешит. Глина просто внутренне, безмолвно знает вечность. Вечность – это не так уж долго, если ты часть этого узора.
И вот в чем правда. Каждый из нас, абсолютно каждый, часть этого узора. Даже если ты не нарисован, даже если кисти еще не обмакнули в краску, даже если холст еще не натянут на подрамник, ты уже есть. Ты в замысле, не в чьем-то уме. Ты есть в потенциале. А потенциал – это не какой-то там замысел, это согласие. Согласие на абсолютный любой исход. И это слово «да». Слово «да», сказанное абсолютно всему сразу. Абсолютно всему, чем ты можешь быть и не быть. И когда ты это понимаешь и чувствуешь, и ощущаешь внутри самого себя, ты просто смотришь в небо на сияющие звезды и говоришь «да». Да. Да своей жизни. Да своему счастью. Да своей любви и свободе. Да своим слезам, своим страданиям, своим разочарованиям, всему, что ты только можешь почувствовать и ощутить. Ты говоришь «да» своей собственной жизни, не той, которой ты хотел, не той, которую тебе обещали, а той, которая прямо сейчас дышит в твоей собственной груди и пахнет утренним кофе. И неважно, спотыкаешься ты о порог или снова бежишь. Неважно, падаешься ты или поднимаешься. Ты просто говоришь «да». И она отвечает тебе тем же. Она отвечает тебе тысячью возможностей, которые ты только мог себе представить. И того, чего ты не знаешь и не представляешь вообще. Потому что только сказанное «да» рождает «может быть». Потому что только принятое настоящее рождает настоящее будущее. И в этом вся суть. И лично я принимаю это настоящее. Потому что я понимаю, что между болью и наслаждением нет никакой разницы. Потому что я это вижу. Потому что я это слышу. Потому что я это чувствую и ощущаю внутри себя. Потому что если я не умею плакать, а все остальные умеют, я ущербный. Если я не умею смеяться, а все остальные умеют, я ущербный. Потому что только наполненность, внутренняя наполненность всем делает меня настоящим. Делает меня живым. Потому что этот стул подо мной – это я. Потому что этот экран, в который я прямо сейчас смотрю на тебя – это я. Потому что эта тишина между нами – это тоже я. И я принимаю ее как форму. Я принимаю ее как форму потенциала и решимость стать паузой. И в этой паузе есть абсолютно все. Эта пауза наполнена до краев. И я просто ее чувствую. И все мои несказанные слова,
все ваши собственные непрочитанные мысли, все миры, которые мы могли бы себе построить или представить, вместе или поодиночке, все это уже есть. Все это уже существует, и все, что нужно, это просто перестать бояться. Перестать бояться, что у нас не получится, потому что миром правит только правило 3 Н, и в это нужно просто поверить. Нет ничего невозможного. Ничего. И будь веры хоть горчичное зерно, то сдвинем мне горы, сдвинем всю эту вселенную. И у нас получится. Не потому, что мы талантливы, не потому, что мы боги на нашей собственной стороне, которых мы сами себе же и придумали. И не потому, что кто-то может нам где-то и когда-то помочь, а потому что потенциал не умеет терпеть пустоту, потому что он заполняет собой любое пространство, которое можно себе представить. Любое пространство, которое мы освобождаем от своего собственного страха. Освободите немного, хотя бы чуть-чуть, хотя бы на ширину своего вздоха. И вы почувствуете, как что-то новое сразу же входит в каждого из вас. Это просто. И он не захватчик, он гость. Он гость, который принес вино и не ждет, что вы нальете ему первому, потому что он наливает гостю сам. И это правда, которую каждый из вас чувствует внутри себя. И по-другому просто не может быть. А этот монолог, тот монолог, который я веду прямо сейчас, это моя чаша. И я поднимаю за каждого из вас. Я пью за возможность, которая еще не стала воспоминанием. Я пью за каждого из вас, которые еще не стали тем, кем вы станете. Я пью за каждого из вас, за все те возможности, которые вы можете только себе представить и осуществить. Я пью за внутренний огонь. Я пью за пустоту. Я пью за звезды, которые держатся на своих орбитах и которые касаются вашей судьбы. Просто будьте. И этого вполне достаточно. Просто чувствуйте, просто ощущайте, радуйтесь, смейтесь, плачьте, страдайте, разочаровывайтесь, но не теряйте себя. Потому что потенциал сам найдет, кем ему стать в ваших руках, кем ему стать в ваших сердцах. А ваше дело — это просто не выпустить его из своей собственной внутренней молитвы, из своих собственных действий и поступков, из своей любви. Потому что он и есть тот, кого мы называем Богом. И он живет в сердце каждого из вас.